С начала 2023 года биткоин вырос более чем на 80%, из-за чего ему удалось вернуть уровень в 20 тысяч долларов, который был до банкротства FTX, а также ему осталось совсем немного, чтобы вернуться в диапазон, в котором он торговался до краха Terra Luna. Но если взять рынок альткоинов, то даже несмотря на высокие проценты роста с начала года, мало кому из них удалось восстановиться после этой жесткой криптозимы. Как правило, всегда первым начинает расти именно биткоин, после чего он доминирует над остальным рынком, а вот когда его доминирование падает, начинается сезон альткоинов. И как раз таки сейчас множество данных показывают нам, что альт-сезон уже не за горами и вот-вот начнется. А это значит, что нам уже сейчас нужно готовить свои портфели для новых перспективных монет, которые дадут хорошие иксы уже в ближайшее время. Сегодня мы с вами поговорим о такой вещи, как альткоин-сезон. Разберем, когда он начнется, и особое внимание уделим монетам, которые самыми первыми начнут рост. Поэтому смотрите видео до конца, чтобы узнать, на каких монетах вы сможете заработать в этом и следующем месяце. А перед просмотром не забудьте поддержать видео лайком, ведь если вам понравится наш формат разбора рынка альткоинов, мы обязательно сделаем вторую часть. Желаю вам приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Сегодня мы с вами будем разбирать множество событий и новостей из мира альткоинов, но многие из них мы гораздо раньше публиковали в нашем телеграм-канале, ведь там мы 24/7 на связи. Поэтому, если вы желаете оставаться в курсе всех событий из мира крипты и знать, как на них зарабатывать, найти наш телеграм-канал вы сможете по ссылке в описании. А начнем мы с того, что вообще такое альт-сезон и когда он начнется. Как мы с вами прекрасно знаем, главным лидером рынка крипты является биткоин. Во-первых, это связано с тем, что это первая крипта в мире, во-вторых, он имеет самую высокую капитализацию, ну и в-третьих, он полностью децентрализован, в отличие от сотни альткоинов, которые только пытаются идти по пути децентрализации. Собственно, из-за этих трех причин биткоину почти удалось подняться до уровня, который был до краха Terra Luna, а вот множество альткоинов не показали нам такого движения. Это можно объяснить тем, что движение рынка всегда делится на определенные циклы и фазы, и выглядят они приблизительно вот так. На бычьем рынке все понятно и максимально предсказуемо. Сначала вся ликвидность, то есть деньги, направляются в биткоин, и это мы наблюдали, когда начался банковский кризис в США. После биткоина, как правило, деньги перетекают во вторую крипту мира эфириум, из-за чего эфир начинает копировать движение биткоина, чтобы в конечном счете его перегнать. Во время третьей фазы бычьего рынка мы наблюдаем, как биткоин и эфир приостанавливают свой рост, и деньги уже направляются в другие монеты с крупной капитализацией. И, собственно говоря, в это время и начинается альткоин-сезон, когда независимо от капитализации и каких-то фундаментальных факторов, все монеты демонстрируют рост. И заканчивается все ростом мемкоинов, шиткоинов и монетами, которые находятся ниже 1000, а то и больше в общем рейтинге. Так работает бычий рынок в классическом варианте. Но на данный момент у нас нет настоящего бычьего рынка, а скорее всего мы находимся в фазе, подобной 2019 году. Поэтому сейчас нам нужно быть готовым к тому, что монеты будут реагировать более медленно, будут внезапные скачки цен, сильные обвалы и непредсказуемое окончание цикла. Если вы торгуете на таком движении, как на бычьем рынке, все может пойти совсем не так, как вы ожидаете. С технической точки зрения начало альт-сезона можно отследить благодаря капитализации альткоинов, а также доминированию биткоина. Например, рыночная капитализация альтов торгуется выше слияния уровней сопротивления 610 миллиардов долларов, и этот недавний прорыв может привести к резкому росту. Сопротивление создается долгосрочной нисходящей линией сопротивления, и эта линия существует с момента исторического максимума, который длится 518 дней. Поэтому после успешного пробоя Total Cap он может увеличиться до следующего сопротивления в 922 миллиарда. И это, вероятно, проложит путь к новому сезону альткоинов. Недельный RSI подтверждает этот прорыв, ведь после формирования бычьей дивергенции индикатор поднялся выше 50, указывая на бычий тренд. В предыдущий раз индикатор поднимался выше 50 в мае 2020 года, что привело к рекордному максимуму альтов. Несмотря на увеличение капитализации альткоинов, цена биткоина росла более быстрыми темпами, что заметно по резкому росту доминирования BTC. И недавно биткоин пробил сопротивление 48%, которое было в мае 2021 года. Но из-за того, что недельный RSI вот в этом месте указывал на перекупленность, цена биткоина пошла вниз, как это было два предыдущих раза, что еще больше указывает на начало альт-сезона, потому что биткоин начинает терять свое доминирование. Как правило, в это время инвесторы меньше покупают биткоин и больше интересуются именно альткоинами.
альткоинами. А перед тем, как вы узнаете, какие именно альткоины будут на слуху, хотел бы вам рассказать о спонсоре этого видео. На сегодняшний день, когда майнить биткоин становится все сложнее, а создавать свои фермы очень дорого, существует такая вещь, как облачный майнинг, который позволяет вам арендовать оборудование для майнинга криптовалюты, чтобы на этом зарабатывать. А преимущество состоит в том, что все происходит дистанционно, и такой функционал предоставляет провайдер облачного майнинга WinMiners. Данный сервис позволяет в один клик начать майнить криптовалюту абсолютно с любой точки мира. Работает все очень просто. Пользователи берут в аренду майнинговые мощности, приобретают майнинг-контракт и начинают добывать криптовалюту. У WinMiners есть несколько тарифов, которые каждый может выбрать для себя, а оплату тарифа можно проводить как криптовалютой, так и фиатом. Вывод средств осуществляется без комиссии и доступен от 1 USDT. Также у сервиса есть партнерская программа и сообщество в Telegram. А если у вас не открывается сайт, просто воспользуйтесь VPN. Поэтому если вы желаете изучить облачный майнинг более подробно, все ссылки и дополнительный бонус от нашего канала мы оставим в описании. Теперь, когда мы понимаем, что альткоин-сезон постепенно начинает просыпаться, давайте обсудим несколько монет, которые будут первыми замечены в лидерах роста. Я думаю, вы уже догадываетесь, с кого мы начнем, а именно с короля альтов эфириума. 12 апреля эфириум провел долгожданное обновление Шанхай, из-за чего цена эфира поднялась выше $2100, и кто следовал нашему прогнозу из этого видео, сумели заработать вместе с нами, ведь мы говорили, что эфир будет расти. Запуск Шанхая позволяет выводить эфир из стейкинга, и опасения, что он продолжит падать, по-прежнему есть. Но данные сети говорят совершенно о обратном, ведь за последние сутки сумма депозитов в стейкинге Ethereum впервые с момента активации Шанхая превысила объемы вывода. И как мы видим, депозиты составляют 94 тысячи монет, а вывод всего 27. После Шанхая в стейкинг было добавлено 472 тысячи эфира, и пользователи уже вывели около 1 миллиона эфиров. Единственное, чего стоит бояться, так это кита с адресом satoshi.ethir, который вывел из стейкинга 15 886 монет, а это около $33 миллионов, и перевел 1420 эфиров на Binance. Но даже если эти эфиры выкинут на рынок, их выкупят, так как теперь стейкинг эфира по 4,5% привлекает внимание многих инвесторов. Поэтому вывод из стейкинга происходит медленнее, чем ожидалось, что само собой положительно влияет на эфир. Также в ближайшее время на слуху будет монета под названием SUI, ведь биржи KuCoin, OKX и Bybit объявили о листинге SUI нативного токена блокчейна SUI Network. 22 апреля KuCoin проведет токен сейл. Участники экосистемы из отдельного списка смогут приобрести до 1500 SUI. Монета SUI вызывает огромный интерес на рынке, потому что ее разработкой занимались ребята из компании Meta. Точно так же, как и монетой Aptos, которая выросла более чем на 200% с начала года. И как вы можете заметить, они уже провели 2 ICO, и еще одно на бирже OKX ожидает нас завтра. OKX планирует продать 225 миллионов SUI по 10 центов за монету. Также в конце марта команда запустила тестнет SUI Network, который продолжит работу после выхода основной сети. А запуск основной сети запланирован на этот квартал. Но, к сожалению, жители СНГ и многих других стран поучаствовать в ICO не смогут. Причины такой блокировки не объясняют, но даже те, кто не успеет получить токены на ICO, сможет их купить, когда начнутся торги. А чтобы вы не пропустили дату старта торгов на биржах, мы ее опубликуем в нашем Telegram. Также на слуху остается Litecoin, ведь помимо халвинга, о котором мы говорили вот в этом видео еще в начале года, Litecoin анонсировал новый крупный релиз Litecoin Core, который уже находится в стадии разработки, и он содержит в себе запуск P2P для клиентов сети, ключи просмотра, подтверждение оплаты, а также улучшенные кошельки. Litecoin уже недавно поднимался выше $100. Если он сможет удержаться на этом уровне, он сможет продолжить свой рост. Если посмотреть в топ-10 самых активных валют на рынке, которыми больше всего интересуются инвесторы, то на 5-м месте можно увидеть Shiba Inu. Хоть Shiba и считается мемкоином, но у нее очень большое комьюнити, которое сейчас активно продолжает следить за бета-версией обновления Shibarium, из-за чего цена продолжает расти, начиная с 10 марта. А также немаловажным фактором для роста является то, что вчера Binance наконец-то вывела Shibu из инновационной зоны. Это некий серый список, в котором находятся очень рискованные монеты, такие как Terra Luna, например. И это свидетельствует о повышении доверия к проекту и его потенциалу для долгосрочного роста. А если сама Binance уверена в будущем Shiba, это несомненно отразится на цене монеты. 6-е место популярных монет среди инвесторов занимает
Solana. Да, несмотря на проблемы в блокчейне и крупное падение после краха FTX, Solana остается на плаву и даже стремится выпускать различные обновления. А 8 мая вы сможете купить первый в мире телефон Web3 от Solana. Телефон будет стоить ни много ни мало $1000 и будет работать на базе Android. По сути, это обычный смартфон, который выполняет функцию аппаратного кошелька, который можно подключить к различным DeFi-платформам. Цена Solana уже успела отреагировать 20% ростом после анонса смартфона, и вероятно она очень скоро вернется к уровню до краха FTX. Также своей разработкой отметили создатели Uniswap, которые выпустили собственный DEX кошелек, и вы уже можете его скачать в App Store. Функции приложения включают торговлю цифровыми активами, отслеживание рыночной активности и NFT статистику. В общем, все, что нужно, из-за чего лидером роста в секторе DEX и DeFi может стать именно Uniswap. Ну а максимально спорной, но не менее обсуждаемой криптой в любое время по-прежнему остается Ripple, ведь слухи об окончании суда до сих пор подпитывают его рост, из-за чего с конца марта он вырос более чем на 40%. По словам главного юрисконсульта Ripple Стюарта Альдеротти, SEC проиграла в Верховном суде с 5 потерями в последних 6 делах, и дело против Ripple также будет неудачным. Честно говоря, я искренне буду рад, если Ripple выиграет суд, ведь это будет победа всего рынка крипты, но шансы на полноценную победу очень малы. Тем не менее, любые положительные новости только подталкивают цену XRP на десятки процентов вверх. Собственно, именно эти монеты будут на слуху в ближайший месяц, и с них начнется полноценный альткоин сезон. Поэтому, учитывая различные события и обновления, эти монеты должны быть у вас в портфеле. Понятно, что расти будут и другие токены, так что в комментариях напишите ваше мнение, какой альткоин покажет самые высокие проценты роста. А если вы желаете увидеть подробный обзор на конкретную монету из сегодняшнего видео, также пишите об этом в комментариях. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, и как всегда увидимся очень скоро. Всем пока!